вот он видосик. Поставим 1080. 3-4 года секса так и нет. Почему? Парни все чаще остаются девственниками. Жесть. От какого-то Илья Воробушкина. Какой-то новый суперканал. Меньше моего. А я уже думала, меньше моего не существует. Вот, оказывается, есть. Сейчас посмотрим, что нам Воробушкин. Про чирик. Сори, шутка. Ну, шутка, блин. Они вот смотрят на меня, и они знают, что типа вот этот додик, у которого не может быть девушки. Я видел, как девушки заигрывали с конкретными одногруппниками, и я испытал зависть. Поколение дрочеров, будем откровенны. Для меня Это нереально. я Невозможно. дрочер. Увиделись, быстро разделись, занялись сексом. Я прям понимаю, у меня такого не может быть. Когда ты Го, там на го, первом-втором вперед. курсе тебе парень Вам говорит, погромче, а я потише. девственник, ты такой, У Нормально? девушек создалась иллюзия востребованности высокая из-за того, что их Во сколько лет вы лишились девственности? Если вы средний житель России, то, скорее всего, где-то в 17. Первый Да. поцелуй был В 16. Первый поцелуй в 14? Не, я не знаю. Может, и раньше. Блин. Я та еще любвеобильная, 14, блин. но в брак вы вступили примерно в 23 года. Я Однако для Не, в брак я не вступала еще. некоторых людей ни одно из этих событий так и не наступило. Кажется, что Ага. благодаря социальным сетям и сервисам для знакомств людей без романтического опыта уже в принципе не должно было остаться. Но на деле все оказалось ровно наоборот. Сегодня каждый пятый 20-летний парень является девственником. Многие несут невольный целибат Ну и что? даже после 30. А все Ну, а что теперь? Ну, не случилось. Что, теперь умирать, что ли? А во сколько ты там письку показывала под стол? Я думала, вы забыли. Так, тихо, нет. Не было ничего. Все стереть. У меня не было ни первого, ни второго, ни третьего. Блин, ну... А так, Лен, ну тебе надо, во-первых. С одной стороны. С другой стороны, еще ты еще молодой. Забудешь такой контент. Да, блядь. имеющиеся статистики говорят о том, что построение отношений стало проблемой для целого Ага. поколения. В интернете Да, блин, да тут не позанимаешься сексом, блин, когда у тебя за стенкой родственники нафиг, а сверху у тебя соседи, а вот за этой стенкой там Владос сидит. Вообще неудобно. уже даже появилось движение отверженных, называющих себя инцелами. Для этого Ага. ролика я с головой погрузился в тему недобровольного воздержания, пообщался с теми, кто, несмотря на доступность знакомств, так и не сумел потерять невинность. Да, У меня, кстати, помню, когда у меня случилась потеря девственницы, так скажем, в школьные годы, и я не помню, как все об этом узнали. Честно, я не помню, кому именно. Я рассказала своей подруге, а дальше что было? Но вряд ли она всем рассказала, я не думаю. Скорее всего, я сама всем распиздила. Типа, но вряд ли я молчала. Я не помню, кому же я такому рассказала. Что об этом весь класс узнал. Короче, все парни начали на меня вот так смотреть, типа. А, чё ты там? Ну чё? Давай. Как будто бы я готова с ними со всеми переспать, блин, по их мнению. Я такая, типа, бро, нет, с вами я не буду. Даже не мечтайте. С точки зрения рационализма не нужно вообще, с точки зрения биохимии желательно. Это правда, но с точки зрения биохимии можно и подрочить, в общем-то. Тебя Пазуза обижает? Ты ему это... поджопника дай. А дальше новость потихо разошлась. Ну, это я даже не знаю. Мне кажется, я просто сама распиздила. Я та еще болтливая. даже к 30 годам. Искать девственников я отправился на интернет-форумы. Тредами и сообществами по теме одиночества сегодня заполнены все соцсети. Причем абсолютно большинство Моя инцельская идентичность подтвердилась еще в 5 лет. Чего? В 5 лет? Ну это рофл. Я помню, как в детском саду я предлагал девушкам выйти за меня замуж, и они всегда меня жестоко отвергали. В 5 лет?
В 5 лет я даже не знала, что такое замуж. Парни играли с ними, я оставался в стороне. Потом в начальной школе меня считали самым некрасивым ребенком. Я ни с одной девушкой не разговаривал старшей. В школе все говорили, что я уродливый, что я умру девственником. Не переживай. Про меня также говорили, но ничего, справилась как-то. Девушки считали меня посмешищем, а парни просто сбивали меня. Пиздец. В какой-то момент я подошел к девушке, которая мне нравилась, думая, что она может быть другой, но получила разбитое сердце. В университете я решил измениться, начал заниматься спортом, принимать душ. Стричься? Подожди, ты раньше не мылся? И не стригся? Бро, господи, ребят, ну, помойтесь, пожалуйста. Я подходила ко многим девушкам, каждая из них мне отказала. 6 лет в колледже, у меня ни разу не было свиданий, я даже ни разу не прикасался к девушке, мне 23, ни одного не поцелуя, ни одной руки не объятий. Хотите, я вам историю расскажу? У нас в колледже был парень, у которого были худые и вогнутые вовнутрь ноги. И он, короче, ходил, прихрамывая, вот. И знаете что? Это не помешало ему никак ко мне подкатывать, блин, и обниматься. Но дело в том, что у меня уже был парень, так что... Но вообще, учитывая, что мой парень мне не нравился, надо было быть просто понапористее, знаете. Как говорится. Но он был очень уверен в себе, если честно. Вот прям сильно уверенный в себе. Так что при любой внешности, мне кажется, можно очень даже получить себе девушку. Просто не надо быть таким забитым. Но это тяжело, я понимаю. Я сама забитая, блядь. Возникает толерантность, со временем это помогает меньше, хотя рано поздно привыкание больше не будет увеличиваться. Это ты про дрочку? Наверное. Кстати, у женщин точно так же. Я тоже, если слишком часто дрочу, то потом уже не прикольно. Но это нормально, я думаю. Это нормально? В тебя же и моются, в смысле, я моюсь. Маккот меня хейтит, походу. Пиздец, все понятно. Это же феромоны свои распространяют. Бля, точно, про феромоны. Это я помню, был такой тип, да? Ты про него говоришь? Который говорил, что не надо мыться, чтобы феромоны были. Как его там звали? Я забыла. Зачем нужен парень, который не нравится? Мне было одиноко. Мне другие ютуберши так говорили. Ну, я их не знаю, я их осуждаю. Пусть они не моются, как говорится, на здоровье, но я помоюсь, пожалуй. Так и запишу, надо просто подкатывать, главное, чтобы твой парень не был модератором, а то бан или чё. Ну, типа, да. Случаев обсуждение касается именно мужского одиночества. Парни, а зачастую люди предпенсионного возраста, открыто делятся своими непростыми историями взаимоотношений с женским полом. Обсуждения почти всегда наполнены самобичеванием и безнадегой. Так, на ютубе я нашел канал 23-летнего Максима. За свою жизнь он не только ни разу не занимался сексом, но и в принципе не имел никаких контактов с девушками. В плане вообще никаких. Несмотря на относительно юный возраст, Максим уверен, что умрет в одиночестве, так и не попробовав женщину на вкус. Меня зовут Максим, мне 23. Я Я бы- на данный момент учусь. Я бы не сказала, что Максим выглядит прям как урод, не знаю, какой-то обычный поц. Ну, голова, как обычно, сальная, конечно, надо помыться. Ну, в целом, обычный чел. Прям каких-то уродств я не вижу. Не знаю. Обычную девушку какую-нибудь простую можно и найти. Феромон, если мне память не изменяет, еще давно был какой-то ютубер. Феромир? Ты про него? В университете сейчас оканчиваю магистратуру. Что у тебя за проблема? Ну, я не могу найти девушку. То есть, вот, 23 года, то есть я ни разу там, у меня никогда не было свидания, я никогда не... Блин, в 23 года. У меня и сейчас никогда не было свиданий. Вот прям свиданий официальных. Я с парнями сразу вот уже все как бы, ну, встречаемся. А что, прям на свидание ходить? Ну, такого у меня никогда не было.
Киноман себе жену нашел. Какое у него оправдание? Какое оправдание у этого Максима? А чё с киноманом не так? Кто это? Целовался, не обнимал. Кастом Stories себе девушку нашел, как бы. Какое у тебя оправдание? Сори. Да, блин, я не болю Кастом Stories, просто, ну, смешно. Извините. Там за руку не держался, вот это стандартное, да. Вот так оно и есть, как бы, да. То есть я не могу, для меня С нулевой с Твеном начала? Не-не-не-не. С Твеном мы переписывались сначала 5 лет, и у него была девушка, и у меня был парень. Вот, а потом его девушка бросила, и он такой написал мне, такой, типа, го, а я такая, типа, ну, го. Вот. Потом мы еще где-то 2 года переписывались, прикиньте, или сколько. Пиздец. История, блин, как трагикомедия называется. Девушка, которая не ходит на свидание. Господи, давай жить вместе. Ну, только шведской семьей получается. Но боюсь, Твен будет против. Custom Stories это тут героиновый Леонка. Я же говорю, я не болю никого, не надо. Не надо. Кстати, у меня чата не видно. Чатик, а чё ж вы молчали, что вас не видно? А что-то у меня не мультичат, нет, не работает. А вот мультичат хотя бы работает, окей. Самый крутой мужчина Твича, ТикТока и артисты свободен. Это кто? Кто именно? это нереально. То есть невозможно. Иван Невозможно. Зола, ну да, все бегом на холостяка. Делать просто невозможно. Ну вот я не знаю абсолютно даже, о чем вот общаться типа с девушкой. Да, у меня довольно душные интересы. Это история, это философия, это лингвистика, это археология, антропология. Вот. То есть, ну это, прямо скажем, мало девушек, которые этим же интересуются. И вряд ли они... Так девушка не обязана интересоваться тем же, чем ты интересуешься. Ну, это нормально. Как будто бы репатерил душный. Да не, просто не обязательно все это вываливать на девушек. Можно просто, ну, говорить о жизни там, о новостях, еще о чем-нибудь таком. вообще есть в моем окружении. Когда ты понял, что у тебя какие-то проблемы есть в отношениях с девушкой? На самом деле, вот где-то, может быть, лет так в 13-14, то есть я когда учился, это была первая моя школа еще, я учился в 2 школах, получается, я учился в университете. А у меня за все это время, у меня не было ни разу, чтобы я кому-то понравился, там, то есть я никому не нравился никогда в жизни. Ну, понятное дело, это из-за моего карландского роста, и в частности, вот, и из-за всего остального, вот, ну, собственно, я никому не нравился, но я и никогда не предпринимал попыток подходить, там, в школе, в университете тоже из-за этого. На самом деле, потому что я как бы думал, что типа, ну это бесполезно, то есть у меня все равно ничего не будет, поэтому что пытаться. Какой у тебя рост еще раз, вот ты говорил, что ты маленький рост? 182. Когда мне было 182, ребята, это карландский рост, по его мнению. Как вам? 182 это Карл. Слушайте, ну, а я тогда кто гномик? Какая странная претензия к самому себе. У меня у бывшего был рост 165. Просто, типа, инфа такая. И ничего, жили нормально. Какой он странный. 21, то есть вот, наверное, весной я начал предпринимать какие-то попытки, сидел на Тиндере, вот, и потом я сидел на Давинчике тоже, но по итогу у меня ничего не вышло, ничего, то есть я ни разу даже на свидании не побывал. Понимаешь, как бы меня сливали все на самом деле, то есть я вот общаюсь, вроде бы нормально идет, да, общение там с девушкой. Блин, ну, чувак, а как ты представляешь себе свидание? Вот смотри, вот ты своей немытой головой вот в этой вмятой футболке придешь на свидание, вот как ты это вот видишь? Потому что для меня свидание это что-то официальное. Хотя бы рубашку, я не знаю. Причесаться, умыться.
Как он видит свидание своей мечты? Я не понимаю, что он подразумевает под этим. Минора метр с кепкой. Я, да. Я свой рост не знаю, пусть будет тайный. Да пофиг, как будто бы. Если тебе это жить не мешает. Так ты также придешь в футболке? Ну, я помоюсь хотя бы. Ну, вообще, я не очень люблю ходить в футболках. Вот. Я больше люблю всякие прикольные шмотки. Типа, ну, на них деньги нужны. Вот, ну или хотя бы не мятая футболка. Можно хотя бы футболку погладить, знаете, там. Ну, ради свидания это можно и самое лучшее одеть, наверное. И ради видеозвонка. Хай, стримеры, привет, Калиман, hello. Привет, спящий бизнесмен. Бизнесмены сегодня не спят, кстати. Сегодня мне кучу мемов накидали, и вон в чате пишут. Правильно, долой одежду с подводу письки. Ага. А потом меня запакуют, блин, в обезьянник. Но в один момент просто она там берет и перестает отвечать. То есть, да, ну, понятно, она нашла кого-то там покрасивее или поинтереснее, вот, как собеседника. Это правило Паретта, хотя оно вообще не про это, но оно применяется в инцельском сообществе в том числе, то есть 80 на 20. То есть Понятно. 20% парней примерно, они получают около Понятно. 80% симпатии всех. Блять, а мы бывшие тогда что, гигачат, что ли? Ну вы, ну... Это чушь, блядь. Кто эту хуйню придумал, а? То есть 20% самых привлекательных, там, высоких и так Парет, далее. То есть на блядь, сайтах я знакомств это твоего. работает вообще на 100%. Я себя считаю не особо привлекательным, Приспешник Поднебесного, да-да-да. потому что как бы вот у всех, даже у Еще один на очереди в тюрьму, походу. нормисов условных, да, там, кто там 5 из 10, условно, ну, примерно, да, а у них там хотя бы там раз за всю жизнь, но было, когда там они понравились какой-то девушке. У меня этого вообще ни разу не было никогда. Ты как Ага. планируешь в дальнейшем вообще, возможно, все-таки решать эту проблему, попытаться с кем-то познакомиться? Но когда выйду на работу, может быть, ну, хотя, опять-таки, ну, это крипово, наверное, будет смотреться с моей стороны, типа, я думаю, окружающие это уже знают, они вот смотрят на меня, и они знают, что, типа, вот этот додик, у которого не может быть девушки, типа, вот. Кажется, ты это просто сам себе внушил и транслируешь это вовне. Если бы у тебя просто было мышление, типа, вот я нормальный, крутой парень, и так бы все тебя и видели. Ну, я не знаю, просто он прибедняется, рост у него, видите ли, маленький, и что у него еще? Уже на основании чисто моего внешнего вида, моего какого-то невербалики, моей невербалики, они уже приходят к такому выводу. А для чего ты хочешь себе отношений? Ну, не знаю, для чего, для того же, для чего и все хотят, типа, там, собственно, партнера найти, партнершу. Именно чтобы избавиться от чувства одиночества. Ну, даже не столько в этом, столько еще в том-то дело, что это как бы халявный дофамин в очень больших. Халявный дофамин. То есть он считает, что отношения это просто типа поебаться? Это, ну, тогда неудивительно, что у него нет девушки, если честно. Потому что, ну... А нахуя это девушки, блядь, просто поебаться? Ну и все, что ли? Это скучно. А дальше что? Он внешний норм, чел, чуть больше уверенности. Так у него проблемы с мозгами, как и у всех инцелов. У него нет проблем с внешкой. Женщины в 14 мне не дают, ведь я ниже 2 метра и не гребу по ляму каждый день. Жизнь, консервы, полимины, просран. Да-да-да, именно. Халявный дофамин, значит. Всем привет, привет, Роман. Ни у кого 48 рублей на проезд нет? Не знаю. Может, у чата и есть. Корм для собаки от бабушки забирать надо. Что? Это какой-то либо очень странный способ развода, либо тебе мало лет. Бот? Странно.
количество в Бан? том числе. И помимо того, что Окей. ты в случае успеха найдешь там себе человека, с которым можно будет строить жизнь, там, да, строить семью, Это так он с каждого человека по 48 рублей типа собирает, а потом хопа, и миллионер. Не шарю просто. Точно бот у нас сейчас проезд 70 рублей стоит. Ну... Смотря в каком городе. Я не знаю. Аккаунт создан 5 минут назад. Понятно. заводить детей и все такое. Помимо этого, это еще и такой немаленький приток дофамина. А в реальной жизни тебе нравились какие-то девушки? Да, наверное, нет на самом деле. Раньше писали номер, прошли, скинуть рубль, сейчас нажалась, дает. Блин, а можно мне тоже не стримить, не рисовать, ничего не делать, просто говорить, дай денег? Нормально? А у тебя родители как-то вот говорят по поводу того, что у тебя нет девушки, ни разу не было? Какие-то были разговоры об этом? Ну нет, я вообще на самом деле поднимал эту тему, но мне там говорили, типа, ну ты найдешь, все нормально будет, типа, да. Я вообще думаю, это на самом деле какой-то оптимизм безосновательный. Ты думаешь, что никогда не найдешь? Я думаю, не найду, да. Если я за все это время не нашел, то, скорее всего, не найду. Допустим, ты бы посмотрел будущее, вот тебе 40 лет, и ты так, Челику реально 24 года, он так прибедняется, как будто он уже в гроб пора ему. Кто ему так в мозги насрал, господи? У него, типа, что, у него нет родителей или что? Что с ним такое случилось, что у него вот это с головы приключилось? и не нашел. То есть ты так и девственник. Тебе это пугает? Ну, наверное, да. Меня даже пугает не столько сам факт девственности, меня именно пугает то, что я как бы живу один. То есть вот ты приходишь там с работы, один в пустую квартиру, где все темное, все вот тихое, буквально гробовая тишина стоит. Вот, и ты так и живешь Я так большую часть жизни жила, ничего. один, соответственно, до старости, а потом ты еще и помираешь в одиночестве. И никто, самое главное, про это и не узнает даже толком. То есть узнают только соседи, когда, не знаю, на ютубе можно как бы это говорить, но когда, грубо говоря, уже почувствуется запах от тела. Максим также признается, что считает себя инцелом. Для тех, кто не в курсе, в интернете инцелом называют себя парни, которые, несмотря на острое желание, не могут найти себе полового партнера. Назвать инцелов сообществом будет, конечно, некорректно. Я бы скорее отнес их, к примеру, интернет-субкультуры. Здесь есть свои яркие представители, бесчисленное количество тематических сообществ, термины и очень обширная идеология. Направление своих взглядов инцел объясняет через метафору таблеток из матрицы. Давай. Да, кстати, таблетки эти. Будем смотреть разбор таблеток. Просто про таблетки не очень интересно, я могу вкратце пересказать, потому что я и так это знаю. Я, блядь, эту хуйню знаю. Ну, кто-то 10 лет ебется, а ему не сразу дает, понимают. Да, я не знаю, ну, странные ребята. Мне, наоборот, одному хорошо. Ну, и мне тоже хорошо было одно, иногда плохо. Надо поебаться индивидуалки или в помощь фрик. Да, блин, сейчас можно уже секс-игрушки купить просто себе какие-нибудь дрочилки, которые на батарейках. Ничего. Если даже не найдет, почему? Это такая проблема. Почему его не парит, что он никогда не прыгал с парашютом, никогда не был в путешествиях, никогда не ел бешбармак, никогда не играл в GTA 6. Вот он точно никогда не дрочил женщине, это уже драма. Блин, все, что ты перечислил, все этого у меня тоже не было. Я теперь переживаю. Если человек настолько сильно хочет осознанно и начинает чувствовать запах человека, не духов, то он бы вызвал платную женщину. Ну, платная женщина — это не очень гигиенично, в том плане, что, ну, реально можно что-то подцепить, типа, ну, да и вообще, если бы у меня была бы такая нужда в мужчине, например, то я бы платного мужчину тоже бы не стала вызывать, потому что, ну, это как-то не то. Вот. Ля, правда, пусть закажет шлёндру. Ну, не знаю, ну, шлюхи это, ну, для тех, кто, ну, готов на все, как говорится, те, кому не нужны отношения, а те, кто просто вот лишь бы засунуть. Дергается, как убер-маргинал. Блять, ладно. Это я дергаюсь, как убер-маргинал.
Давайте по порядку. Я покажу тебе глубока ли кроличья нора. Блупил. Ты стример, что ты любого подписчика можешь заарканить? Нет. У многих из вас уже есть либо девушка, либо жена, а у некоторых даже дети уже есть. Так что вообще нет. А этому челу тоже не особо не нужны отношения, хочет секса. Ну, в принципе, да. Легкий дофаминчик он хочет. Короче, тут есть 3 вида инцелов. Одни инцелы более позитивные, говорят, что нужно прихорашиваться, следить за собой, и тогда девушка появится. Третьи инцелы говорят, что ну, как бы, девушка не появится, ну и похуй. А четвертый инцел или кто или третий там, они говорят, что ну все, мир обречен, я умру навсегда одиноким. В общем, все, я вам пересказала таблетки. Вот. Как же она запретку хуярит. Я никому не нужна. Чё я только не говорила, блин. Я могу хоть... А вы уже напряглись, да? А он говорит, что чувствует запах. Обычный человек может различать запахи людей только на бессознательном уровне. Если чувствует на сознательном уровне что-то с психикой не то, или хочется так сильно, что есть риск изнасиловать кого-нибудь. Ну да, он немного пугающий чувак. А учитывая, что ему нужен просто секс ради секса, то да, может, и шлюха реально для него вариант. В интернете ВКонтакте в 2016 году. Год мы переписывались где-то, и так периодически начали гулять, встречаться. Ну, поцелуй там и все такое было. Продолжалось 2 года, наверное. В общем, до интимной сферы у нас так и не дошло. У нас был момент, когда мы уже дело шло к тому, но как-то не получилось ничего. Вот, к сожалению. Ну, у меня комплекс из-за фимоза. То есть я понимаю, что если я с девушкой, то как я буду выстраивать отношения, если я не смогу в итоге осуществить, ну, вот главное, зачем эти отношения выстраиваются, то есть заняться с ней сексом. Я ощущаю себя потерянным человеком по жизни и бесцельно топчащимся на одном же месте. И всем девушкам нужна конкретная цель, открытость, ясность. Понимание того, что твой партнер может тебе дать, а я дать. А разве фимоз нельзя решить операцией? Ну, ладно. К сожалению, Да и вообще, если так сильно хочется удовлетворять девушку, у тебя есть пальцы, язык, вибратор, секс-игрушки всякого разного назначения. Если у тебя проблемы с фантазией, вот тут, конечно, уже все. Проблемы с каким-то интересом, с фантазией, потому что, ну, просто письку засунуть в другую письку, ну, сильно много ума не надо. Это скучно, блядь. Короче, придумывать себе сами проблемы. Вот. Вообще девушке приятнее язык, чем хуй, ну и просто объективно. Я не знаю, что вы так сильно переживаете по поводу там размеров или еще чего-то. Пихайте в анал. Что не надо? Осторожнее с этим. А все равно бесит, долбится в одну дверь, но это вот, типа, появится женщина, получит эту ачивочку, что тогда? Тогда заживу, сука, леща массовка каждому. Я не знаю, тогда, видимо... Что-то будет. Это как, мне кажется, это как с девушками, которые всю свою жизнь пытаются все сильнее и сильнее похудеть и думают, что от этого их жизнь станет лучше. Мне кажется, у них примерно одного уровня проблема. Я видел куклу в полный рост, можно ее купить. Блин, она стоит 300 тысяч, кукла в полный рост. Ну, это... Можно взять кредит, конечно. Фу, отношения и прочее непотребство, лучше выбирайте путь волшебства. Блин, я бы за. Практически ничего не могу. Помимо материальных ценностей, мужчина же дает заботу, поддержку, внимание. А я могу просто пропасть на месте в компьютерном клубе пойти. То есть у меня Да, еще игровая серьезно? зависимость. Ну
Ну тогда да, чувак, тогда тяжело с тобой вести отношения. Вы все-таки лишитесь девственности в дальнейшем? Мне кажется, что нет, что я и останусь девственником. Может быть, оно и к лучшему. Не надо будет беспокоиться особо по этой теме. Меня пугает то, что у меня детей не будет. Вот это меня пугает. А то, что отношений в плане секса не особо. В викторианской Англии многие так жили. Как думаете, вот именно вот эти все Викторианская Англия, интересно. Мгм. Чел, который мутил скелета, рассуждает о тех, кто не мутил. Наверное. У них типа дисморальное расстройство или шиза. Я не знаю, надо спросить у психолога, что у них. Какой компьютерный клуб, что за нахуй? Ну, у нас вообще-то на самом деле все еще есть компьютерные клубы. Просто их очень мало. проблемы и то, что у вас не получается знакомиться, в этом есть ваша вина? Да, конечно. Я не перекладываю вину, например, на слишком на бабушку, дедушку. Ну, у меня была гиперопека очень большая. Меня и закармливали, и зазабривали. Я просто готов признаться в том, что, например, проблемы со здоровьем — это все моя вина. То есть это я так себя запустил до того момента, что уже чувствую себя, ну, не очень хорошо, так скажем. Следующего нашего героя зовут Дмитрий. Понятно. Ему уже исполнился 31 год, и Психолог. Ютуб-психолог. Я к ним отношусь скептически. Как компик купил, забыл эти клубы, как страшный сон. Я ходила туда пару раз, чтобы провести там ночь. Вот, потому что домой возвращаться не хотелось. Отсутствие отношений и приговор — мой личный опыт. Диплом девственника. несмотря на то, что сам он является психологом, секс он видел лишь на картинках. Однако с недавнего времени, уже будучи не парнем, а полноценным мужчиной, все же решил положить конец своей девственности. В 30 лет сбросила листву. Господи. По факту никакой как таковой девственности ее не существует. Вот если уж так сильно рассуждать. Типа физически ее, ну, практически невозможно никак. Уж парням-то тем более никак невозможно определить эту девственность. Какую, блядь, листву, не знаю. Давайте без оскорблений. Я впервые в жизни вчера купил тофу, сейчас как отжарила с овощами, соусом, масло. А, мало не покажется. Давай, приятного. Ты, главное, возьми еще соус терияки. Вот. С терияки соусом все вкуснее. Как же я несчастен, что у меня нет детей. Сижу несчастно, играю в Elden Ring, трачу бабки на щеки себе. Блин, как же это больно. Ну, для тебя это, наверное, не имеет значения. Но для других людей это реально прям вот важно. Вот. Привет, Винни-Пух. Алло. Ты надо в магазин идти? Ну, блин. Все тогда. Есть горчица. Ну, горчица это не то. Если это, конечно, не одижонская горчица, или как там ее. У парней девственности нет с биологической точки зрения. Ну, да. И у девушек тоже у некоторых никак не определишь, девственница она или нет. Потому что оно просто, ну, так устроено, что, ну, вот это вот плевы ее практически нет, например. А как вот с такими определить? Никак. Отсосала физрука, за гаражами все больше не девственник, пацаны. Я надеюсь, это не твоя личная история. Тебе сообщение заблокировали? Что ты там такое написал? Реально какие-то термины придумывают. Фимоз не могут вылечить, мыться годами к 30 начинают. Ну, типа того. Девственность — это присутствие сексуального опыта. Ладно, окей. И, так скажем, он уже на финишной прямой. До 31, вот да, где-то так. Да, Слушайте, это же не тот чел, над которым я хихикала. Нет? Он очень похож.
Не, это не он, да? Там был чел, который очень обиделся на аудио РВ и молча вот так смотрел осуждающе. Нет, это не он, да? Да-да. И получается, я был девственником. То есть у меня не было, в принципе, отношений. У меня было вот это неприятие своей внешности, мне она не нравилась Тебя все хихоньки да хахоньки, да-да. абсолютно. Я хотел другую какую-то внешность. У меня был опыт такого, можно сказать, возможно, ну даже не назвать это буллингом, да, но были элементы вот этого некой насмешки. У меня в подростковом возрасте был лишний вес, и вот у меня вот Мгм. Ну, надо мной тоже в подростковом возрасте все ржали, блин, ну, по причине я хуй знает какой, если честно. Сексуальный опыт со своей ладошкой считается, ну, вообще, мне кажется, что это считается за сексуальный опыт, потому что это все равно считается сексуальной практикой. Вот. это так все отложилось, вот эти жиртресты и тому подобное, что потом мне начало вырабатываться такое отношение к себе негативное. Но я осознавал еще в подростковом возрасте, что у меня есть проблема с тем, что мне сложно общаться с девушками, вообще их воспринимать как-то спокойно. Ну, типа я такой, я там уродливый, там непривлекательный. Ты выглядишь как мой неродной дядя. Ничего, у него жена, ребенок. Я не знаю, нормально ты выглядишь, блядь. Вот лишь бы вот поприбедняться, знаете. Вот давайте я тоже вот как начну ныть. Я страшная, я жирная. Все, меня никто не любит, меня все ненавидят. Я вынуждена ходить в одежде, а могла бы голой ходить. Но не могу себе такого позволить. У меня тело не идеальное, не как у Анджелины Джоли, блядь, извините. Ну чё, ну, доходим до крайности, как говорится. Там что-то такое, всратый, омешка. Вот у меня такие были убеждения в то время. Не получил свой комплимент единственно на 30 лет вперед. Часто ли вообще люди получают комплименты в своей жизни? Я максимум там, типа, получала, знаете, там были странные чуваки, которые подходили сразу такие чмокаться ко мне. Блять, это комплименты? Ну, я не понимаю. Даже и не пытался знакомиться. Вообще нет, у меня даже не было мысли, что а что вдруг должна девушка выбирать меня. Я еще помню в универе на первом курсе, вот Ты не понимаешь, у него ни квадратная гигачелюсть, ни глаза охотника. Да нет, как раз-таки наоборот, у него вот эти вот злобные, вот этот тут бич-фейс у него и челюсть имеется. Все нормально с ним. чувак начал спрашивать первый вопрос, кто девственник, Челюсть кто нет. имеется. Я такой думаю, блядь. На психологическом факультете первый вопрос, который одногруппник спрашивает. Я думаю, что за дерьмо? И вот тут у меня начало Ну, луксмаксеры, да, они прям... Они видят свою внешность очень искаженно, потому что то, что они представляют как идеал красоты для женщин якобы, то мне некрасиво. Каждый день себя нахваливаю, когда в зеркале вижу. Говорю, вот это уёб. Жиза. немножко вот это загоняться немножко начал. Да что, а какого хрена люди спрашивают про то, сколько у тебя было кого и чего? Я видел, как девушки заигрывали с конкретными одногруппниками, и я испытал зависть. Я прям понимаю, у меня такого не может быть. Я тогда мечтал об эмоциональной близости, которую я не получил, и я чувствовал, что, ну, это все из-за того, что Как он не может найти девушку, так он уже нашел. Там же было момент, где он в 30 лет уже все. Уже все. Все получил. со мной что-то не так. Что хотел. В принципе, я старался это не выносить как-то. Я, ну, как сказать, я просто уходил во что-то всегда. Это либо были компьютерные игры, либо профессия. И вот когда меня переклинило, что я уже, ну, хотел перестать вот это во что-то уходить, да, я решил все-таки решать. Я начал с сайтов знакомств до Винчика. Там я общался с девушками, ну, как бы, типа, просто подружиться. Начали появляться подруги. Ну, вроде даже неплохо так завязывалось общение. То есть я понял, что я умею общаться с девушками. Они не такие прям страшные, ну, обычные. Самые действенные изменения в себе и вообще какие Страшно, методы ты чат? принял, чтобы приблизиться к сексу? Я страшная, ужасная женщина. Бойтесь меня.
Инцел. Скажем так, внешность не всегда роляет. Я вот не красавица, как на подбор на без девушки. Что? Я запуталась, что ты имел в виду. Это, видимо, мем какой-то был. Формально девственница — это не совсем то, что имеет в виду при обычном общении. Окей. Это как не общался с девушками, а в школе, а на улице с мамой. Ну, это не считается, ты не понимаешь. А, сиськи меня задушат. Не. Но держателя сисек я бы себе приобрела, конечно. Чтобы облегчить мои страдания. Аутентичность. Вот прям одним словом, аутентичность. Когда я смог не прийти, то есть для начала, что такое аутентичность? Аутентичность — это твоя способность действовать, исходя из того, как ты чувствуешь, А что можно подразумевать под девственностью, кроме как отсутствие секса? Ну, ты вообще не прав, на самом деле. Или не права, не знаю. Есть такая штука, как операция по восстановлению девственности. Представляете, существуют настолько шизы, которые реально идут на такие операции. Ну или по религиозным причинам они это делают. Короче, да. Типа держателя видит Вена не хватает. Да, блин, он ничего не держит, блин. Сидит себе там. Что-то делает. Плеву не восстановит, а смысл девственницы уже не стать. Ну, говорят, что это чтобы просто удовлетворить религиозных родителей. Вот, у некоторых народов. Вот, все. Либо мужчин. Очень сильно мужчины по этой фигне горят, вот именно такие. Некоторые, которые говорят, вот, девушка обязана быть до брака. Вся вот эта хуйня. в этом, как ты чувствуешь, и выносишь это во внешний мир. То есть это в твоих мыслях, то есть то, как ты думаешь, шутишь, твои принципы, ценности. То есть ты это как бы выводишь на внешний мир, не стесняешься этого. Там, я люблю, условно говоря, там, вести себя немножко как дурачок, и одновременно как серьезный парень. И я это все вывожу вовне уверенно того, что вот я такой, ребят. Твоя аутентичность, если хорошо будет раскрыта, то ты сможешь зацепить определенный типажи девушек, которым твои черты да, понравятся. он прав А если в ты не этом аутентичен, плане. то что такое? Ты зажат, ты пытаешься общаться какими-то шаблонами, ты как бы не раскрываешь себя, свои Блин, вот мысли, свои слушайте его переживания, свою внимательно, он базу энергию. говорит. Ты, ну, просто такой, вот как фимоз, да, такой закрыт, можно сказать. Второе. Фимоз! Блядь, да хватит про фимоз Долгосрочная уже, я не могу. мотивация на понимание того, что да, Ты как найти фимоз. отношения — это задача долгая и не короткая, если речь идет о поиске хороших отношений. Не Чат кто? просто для галочки, а вот именно реально классно. Если говорить вкратце, то самым тяжелым это было как раз вот романтическое сближение с девушками. То есть вот это флирт, прикосновение, вот, то есть выразить девушке, что она тебе симпатична как девушка. Это очень тяжело, потому что у меня, несмотря на проработанность того, что вот там я там не считал себя чумом, все равно вот конкретно с девушками было вот прям базовое такое убеждение тотального стыда, где я себя все равно не видел привлекательным из-за отсутствия опыта вот этого. И долго на самом деле приходилось с этим как-то бороться, преодолевать себя. Это очень тяжело. Вот это Ну, скорее всего, тебе просто кто-то чего-то не сказал или не сделал, и у тебя какие-то самобичевания начались, я не знаю. Наличие девственной плевы, она может быть после первого секса. Еще вариант, можно вообще выкинуть секс из уровня, сексуальный опыт, можно быть без секса. Ну, да. У меня, кстати, после первого раза тоже ничего не порвалось, так скажем. Никакой крови, ничего не было. Иногда восстанавливают плеву, чтобы продать девственность. Это правда. Но это странно. Такой себе бизнес-план. Фимоз как метафора жизни. Мистер Твэ. самое тяжелое. Ты первый взял за руку? Ну, будем это так называть, да. То есть это про инициативу. Это про то, что я увидел знак, что пора действовать. Ну, это приятное всегда ощущение. Да, это даже не описать. Ну,
Ну да, есть чувство, типа, что это что-то прям нереальное происходит. Это про то, что, типа, вау. Типа, неужели оно так бывает? А она знала, что ты девственник? Да. И как она отреагировала? К удивлению, сказала, что бывает. Много было случаев, М. А чё она должна была сказать? Типа, вы думаете, что реально девушки начнут вас чморить за это? Ну, это очень бред. Странно. Если вы ей нравитесь, ей насрать, было у вас там что-то или не было. У девушек лева может порваться даже банально от езды на велосипеде. Нафиг такое здесь считать не буду. Да, но вот именно радикальным людям это не объяснишь. Вот. Или вот я на шпагаты часто садилась. Но, видимо, у меня это... Все было прочно, я не знаю. Или у меня просто ничего почти не было. Я не знаю, мне никто не говорил, что у меня там, блядь, я не знаю. С девочкой он познакомиться не может, а гирлянды на шторы развесил. А мне нравятся гирлянды, миленькие. Чё не так? Уже до гирлянд доебался, ну когда меня отшивали именно из-за факта того, что вот там я поздний девственник. А как тебе Ну и плюс... говорили это? Да. Кто-то говорил, я не хочу быть первой неудачной любовью, а кто-то там, ну, типа, не знаю, кто-то намекал, что у кого-то большой либидо. Так ты смотри, у него еще пиговая дорожка, он стоит. Плачу по своей беговой дорожке. Да, я типа вообще девственник, и чё тут я вообще... Ты стал счастливее сейчас? Однозначно, да. Я, в принципе, и так был счастлив, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится, и, в принципе, сказал бы, что отношения просто не дополняют вот это счастье, которое Ну, во-первых, Кобзон, он уже не одинокий парень. У него уже есть девушка. Вот. Во-вторых, гирлянды и гирлянды. Чё не так? у тебя есть. Тема инцелибата, я Вайбик. считаю, что она становится и будет становиться актуальнее из-за того, что людям становится сложнее строить отношения, из-за того, что сами формат отношений, запросы на отношения очень поменялись. То есть, да, объективно стало сложнее выстраивать отношения. То есть есть определенные факторы, которые, ну, понижают вероятность этого успеха. Там, да, Настоящие мужчины спят на тряпках. Правильно, что ли? девушки стали более внимательными. Нужна какая-то определенная базовая ухоженность. Нужно быть в коммуникации как-то идти, потому что, ну, конкуренция очень высокая за девушек. А девушки более избирательны, они хотят выбрать более лучший вариант. То есть я считаю, что тут сыграл роль сайты знакомств и сама по себе вот эта социальная сеть, что у девушек появилось ощущение, что Всё они правильно. могут выбирать лучшее. Спасибо. Мистер Эйгинари, hello. То есть у девушек создалась иллюзия востребованности высокая из-за того, что их, ну, на них много внимания. Инцельские вот эти сообщества и форумы, они по большей части депрессивные. То есть там не... Фанатка Ванамас! Да иди нафиг, блин. Да я пошутила просто. ищутся какие-то решения, там скорее делятся вот этим как бы подтверждением депрессивной картины мира. Там скидывают вот эти треды или какие-то картинки, типа, вон, видите, там чат нашел девушку, как легко он, Мгм. ничего не делая, находит девушку и так далее. То есть Да, хочу тряпки. Ням-ням-ням. Понюхать. О боже. Есть парень. Да. Но я не откажусь от дополнительного, знаете. Я все за... Я за эксперименты, как говорится. по большей части вот эти сообщества, они токсичные. Именно из-за того, что в них вот прям депрессуха такая лютая царит. Когда ты узнал вообще вот это? Витубер нижнего интернета, это про меня? Да блин! Ну, как говорится, сидим на дне, и нехуй всплывать. В две дырки Вот вы только лишь так представляете, да, себе двух парней, все понятно. Это все, на что у вас хватает фантазии. В этом инцельском комьюнити, и почему ты сразу себя вот приписал к ним? Я, наверное, ну, я само слово это слышал еще давно, то есть, когда я в свое время читал про Элиота Роджера, который устроил Знаете, в две дырки можно и без второго парня. Можно просто хуй резиновый купить. в принципе, массовое убийство Хоть в три. Айловисте. К сожалению, я с такой ноты началось мое знакомство. Вот, и я углубился, скажем так, в это движение и понял, что, ну,
бы, да, отчасти это про меня. Я хочу найти девушку, то есть, но я не могу это Делаю. сделать, поэтому это про меня. в том Ага. числе. Ну, вообще в инцельской движухе есть определенное распределение каких-то рангов мужчин. То есть как вот твое мировосприятие в этом плане мира выглядит? Опять-таки, то есть, это во многом так, то есть, есть условные те, кому Я представляю, что ты будешь клянчить у обоих. А вот тебе все расскажи. При повреждении девственной плевы она не восстановится прям первоначальный вид, скорее не назовешь это прям полноценным восстановлением. Просто отсутствие половой жизни может привести к схожему эффекту восстановления. Вдобавок есть девушки, у которых плева достаточно гибкая, поэтому она остается целой даже после сексов этих ваших. Вот мне кажется, у меня такая ситуация, что она гибкая, возможно, или нет. Не знаю. Надо у гинеколога спрашивать, что у меня там. В две дырки можно и без женщин. Приятного времяпрепровождения. остаются, ну, кто востребован, да, среди противоположного пола есть обычные, которые Видео у которых ВЛС. там одна, там, две партнерши была за всю жизнь, да, и те, у кого вообще не было, то есть, скажем так, альфа, бета и омеги. Вот, так что, ну, и я в этом плане, ну, опять же, исходя из моего личного опыта, я себя отношу, наверное, к третьим, учитывая то, что у меня никого никогда не было. А ты с кем-то общаешься из сообщества инцельского? Ну, у меня есть пару человек, с которыми я общаюсь, вот, там, наверное, 2-3, вот, плюс у меня еще некоторые чаты есть, около инцельские, ну, опять же таки, ну да, ну мы там... Понятно. Короче, он просто впитывает все говно из интернета себе прям в голову. Бедный ребенок, я не знаю, что ему еще сказать. Тубус Принглс, 2 губки и перчатка. Никакие дырки не нужны. База. Слишком много гемора, вот пенис здесь СМ, это имба. Для всех этих проблем длины не хватит. Это смешная, это смешная. В основном, по сути, пережевываем одно и то же. То есть там самым младшим там было 14 лет, то есть вот самым старшим было... Блин, 14-летний Энзел, ну что за говно? Да это бред какой-то, вы что, сумасшедшие? 40+. Конечно, в ру-сегменте наибольшую популярность инцелов завоевал Двач. По большей части все обсуждения там сводятся к бесконечному обмусоливанию Я урод. Просто как факт, это я не читала. Мне уже не найти девушку. Даже если я найду. Как я себя буду чувствовать? Проблема не в частном, а в общем. Женщины используют секс в своих целях. И пока не будет общего фронта против них, инцелы не исчезнут. Алексей Поднебесный первый, кто попытался этот фронт создать. Поэтому он сейчас в психбольнице. Ну, даже не знаю, как тебе ответить на это, но в психбольнице это, конечно, очень сильно. Поборолся, так скажем, на славу. Ну, а если я использую секс для удовольствия, то ну кто я? До слез. Не, это хорошо было, это прям анекдот, знаете, законченный. причин девственности. Характерной особенностью таких тредов является еще и токсичность. Бабы любить могут только чедов. Мы не чеды, и чедами не будем никогда в жизни. Ауф. Остается только трахать их за бабло. Хули не ясно? Ну слушай, как бы... Как бы тебе на это сказать? Мне тоже неприятно трахаться с типом, который вот так мыслит и сидит на таких форумах. Понимаете? Сама проблема этих типов, что они сидят на этих форумах. Зажиточная вагина капиталиста, да. Где мой капитал, вопрос? Бабам только нужны деньги, мне тоже. А кому не нужны деньги, я не понимаю. Нинор, это чат? Сейчас проведу себе
по линии челюсти, ну-ка. Оцените мою челюсть. Ну как, чет? Пиздец, стрим сегодня. Когда уже свет нахуй офнут. А, да, кстати, обещают свет сегодня выключить. Вот. Ну, пока что еще не 23 часа, так что еще не должны офнуть свет. Все нормально. А если секс для удовольствия, и ты девушка, то тебя бабушки у подъезда называют часто... Кем? Шалавой? Да похуй мне на этих бабушек у подъезда. Да уже давно нет никаких бабушек, они уже умерли все. Насрать мне на это вообще. Общественное мнение это ху, как говорится. Если б я так сильно переживала за общественное мнение, я бы вообще бросила стримить. Где твой капитал у Карла Маркса? Это хорошее. Будет неожиданный конец стрима, да. Токсичность по отношению к Помимо бабушек, да. Бабушки пресс F. Блять, господи, мне кажется, можно уже отменить несколько раз за эти все фразы, ужас. Извините, простите. Просто у меня ни одной живой бабушки не осталось. женщинам, к мужчинам, имеющим популярность у девушек, к автору треда, да и, в принципе, друг к другу. Но треды 2Ч просто меркнут на фоне иностранных имиджбордов, конкретизирующихся на теме инцельства. Например, LuxMax и IncelEase. Платформы эти в основном состоят из женоненавистнических постов, напоминающих А что, если кто-то изнасилует проститутку? Разве это не будет просто кражей? What the fuck? Секс для женщин это не более чем сделка. Ага, изнасилование должно быть уголовным преступлением. Это должно быть гражданским правонарушением. Где виновный обязан заплатить штраф. Как удобно. У каждой женщины есть своя цена. Одна из девушек моего друга была на лодке с одним известным генеральным директором. Подсказка. Его часто видят в одном крупном теннисном турнире. Ходят слухи, что ему нравится смотреть, как девушки совокупляются с собаками. Окей. И мой друг спросил его девушку, чтобы она сделала, если бы этот генеральный директор сделал ей предложение. Его ответ. Но я, по крайней мере, подумала об этом. Не знаю, что за девушки такие. Но нет, далеко не в каждую женщину можно купить. Сори, извините, простите, ребята, не получится. Я за чистое удовольствие. Если парень плох в сексе, то никакие деньги мне не уговорят с ним переспать. Не волнуйся, я поддержу твою отмену всеми своими конечностями. 4 или 5. Сколько у тебя их там? Кражи букета заболеваний. О боже. Да, реально. А если мужчина изначально, то тоже штраф. А это другое, ты не понимаешь. Женщина, она должна привыкнуть к тому, что ее ебут. Она же не имеет права выбора. А хорошая идея. Так-то предлагаешь штрафовать женщин за кражу девственности у мужчин. Это мерзость часто вне шуток. Если кто-то серьезно такое заявляет, это клиника изнасилования одна из самых мерзких поступков. Ну, для них секс должен быть любой ценой, но бесплатно. Вот поэтому Поднебесный сидел в тюрьме. уже какой-то гендерный нацизм. Больше, чем женщин, радикальные инцелы ненавидят разве что самих себя. Инцелиз просто переполнен пастами, где парни рассказывают о своей ужасной внешности, низком росте, унижении. Я ненавижу свою верхнюю челюсть. Я вообще никогда не задумывалась о верхних челюстях. Обычно о нижних переживают. Переполнен пастами, где парни Привет, ребята, я уже недочеловек или все еще в стадии поздней? Стадии, что? Чё у них в головах? Оцените меня 16 лет. Господи, бедный ребенок, вытащите его оттуда. рассказывают о своей ужасной внешности, низком росте, унижениях в коллективе и бесконечных Средство для уменьшения носа там было написано.
Молотком, что ли, блядь? Ну и ты его так только увеличишь. Какой-то друг пытался помочь и говорит девушке: «Эй, ты что думаешь о моем друге, а?» Что-то вроде «мой друг отличный», а она на глазах у меня говорит просто: нет, например, этот другой парень симпатичнее. Какой-то очень-очень заурядный тип, который даже почти инцел. Фальшивые любовные письма на моей партии, чтобы подразнить меня». И что это еще за хрень написано? Случайно получая физические удары в неожиданный момент, одноклассники играют в баскетбол моими вещами, используя в качестве корзины мусорные баки туалета. Ну, вообще, буллинг — это жуткая вещь. Я говорила про него в своем видео, которое никто не посмотрел. Ну, похуй, в принципе. Но как это связано с инцелами вообще, в принципе? Это вообще другая тема разговора. Один друг рассказал нескольким девушкам, что у меня проблемы с тем, чтобы завоевать их расположение. Не знаю, почему начался этот разговор. Девушки отреагировали с жалостью и тоном, которое означало, что они полностью понимают мою ситуацию и ждали этого. Меня критиковали даже за, казалось бы, хорошие черты характера и таланты. Так тут проблема не в тебе, блядь, а в твоем окружении ебланов. Меня высмеивали и пытались запугивать даже ботаники, которые хотели использовать меня как ступеньку, чтобы попасть в группу неудачников. Ну это школа, блядь, школа — это пиздец, это ужас, нахуй. Никто там не следит за поведением, всем насрать. Неудачах с девушками. Причиной всех своих жизненных неудач пользователи видят в собственной генетической убогости от рождения. Ценность внешности на этих ресурсах находится где-то между псевдонаукой и религиозным культом. Но гиперфиксация на теме секса не Что такое это пластика? самое страшное, что здесь можно найти. Во время изучения депрессивных рассказов блэкпильщиков я несколько раз натыкался на комментарии, где отчаявшихся инцелов не просто убеждали в безвыходности их положения, но и намекали, что единственный их дальнейший путь — это либо самоубийство, либо акт отмщения. Под подобными формулировками речь, вероятно, идет о Ну это уже просто какой-то, не знаю, преступники начинающие. Так самые. А у меня стрим идет? Все нормально? Или вы просто слушаете? А какой-то друг пытается помочь и говорит девушке: «Эй, что ты думаешь о моем...» Здорово, геймеры. Блядь, нет, ужас. Ужас, фу, нет, удалите это из интернета. Фальшивые любовные письма на что-то. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, как раздобыть оружие и устроить... Ага. А почему это замазано? Это нельзя говорить? Нет, я ничего не знала о школьных стрелках или о чем-то подобном. Думаю, что это естественная реакция на издевательство, дискриминацию. Не попытка присоединиться к волне трагедии в школе скорой помощи Колумбайне. Осуждаю, если что. Считается экстремистская организация или что там. У меня много других воспоминаний, сейчас я помню только эти. Ну, в общем, у него явно какая-то психологическая травма случилась, мне кажется. Да. Не могу сказать, что такие призывы частое явление на форуме, но найти их при желании возможно. К слову, инцелотерапия — это вполне распространенное явление, пока что лишь на Западе. И что можно утверждать с уверенностью, массовые убийцы-девственники на упомянутых платформах зачастую культивируются. Но давайте все же отойдем к реальности. По результатам исследования, проводимого в 2022 году, 73% парней, считающих себя инцелами, страдают от депрессии и тревожности. У меня что-то идет. А я-то думала, что не так. А у меня что-то чат перестал прокручиваться. Извини, сейчас прочитаю. А может быть, человек, которому 101 год, и он девственник? Чисто теоретически, да. Но в целом надо еще дожить до стольки лет. Сегодня я узнала, что существует верхняя челюсть. Инцелы сделали меня эрудирование. Молодец. Ты говорила, что не будешь заниматься сексом, если парень плох в нем. Я еще не занимался сексом, помоги мне разобраться, плох я в нем или нет. Ага, понятно. Скинь мне это видео, я его тоже не посмотрю. Ха-ха, стрима нет. Да, блядь, тихо. А кто становится инцелом после унижения женщины, а у кого-то рождается новый фетиш. Ну да, бывают такие люди. Вообще можно создать фетиш из чего угодно. Меня вообще так это удивляет каждый раз, когда я вижу, я дрочу там на выхлопные трубы. Я такая, типа, окей.
Окей. Я бы понял, буллинг лет 20 назад, да и то нет, друзей в школе, они уебаны найти во дворе. Но сейчас полноценные сети для общения, они там в кучки сбиваются. Ну, вот как раз в то время меня и булили, да. Когда только-только начинался интернет. Нах они группируются? Ну, это стандартное человеческое поведение сбиваться в кучки. Всегда себе хотел пукалку, попал в армию, узнал, что после 15 минут стрельбы потом надо весь вечер чистить эту пукалку. Больше не хочу, теперь хочу арбалет. Кстати, арбалет прикольная штука. Я бы хотела себе лук. Пострелять из лука. Па. Вообще у меня был лук. Но мы его вроде оставили в той квартире, да? В реальной жизни они зачастую имеют куда более умеренные взгляды, нежели на форумах. Вот к какому выводу пришел исследователь инцелов Уильям Костелло. Опросы на форумах инцелов показали, Блять, мистер Твин. Ты еблан? Честно. что 82% из них всерьез рассматривали возможность самоубийства. Инцелы также показали значительно более высокий уровень одиночества и более низкий уровень удовлетворенности жизнью. На мой взгляд, крайняя степень инцелизма больше похожа на суицидальные наклонности, чем на терроризм или насилие. К его словам могу добавить, что многие инцелы на форуме признаются, что возможность высказаться Ты мне вчера сказал, что собака 47 хуесос. Ну да. Чё не так? Так на это есть объективные причины. является их последней Хочу катану теперь. Кстати, на катану лицензия нужна на заточенную. отдушиной. Возможность разделить боль с такими же девственниками Без этого форума у меня буквально ничего нет. Ни YouTube, ни социальных сетей, ничего. Так что я не знаю, что бы я делала, если бы не это место. Наверное, до смерти заскучал бы, злоупотреблял бы наркотиками, принимал бы больше бензодиазепинов. Осуждаю, наверное, я не знаю, что это. Чтобы дольше спать по выходным. Что, кстати, все еще мой план — это смерть дерьмо. Капец, пиздец. И у него ранг повелитель, блин, я не знаю, это, наверное, что-то очень большое. Ну да, ему прям нужен специалист, ему прям помощь нужна срочная. Хочу себе ружье, меня тянет к нему так же сильно, как кого-то. Господи, чат! Пиздец. Вот до чего вы меня доводите? Вот сколько я уже как за весь этот стрим сказала? буквально спасает их жизнь, хоть и не решает саму проблему. Сюда же вставлю цитату инцела, которого интервьюировал шведский психиатр Стефан Краковский. Не могу сказать, что я Вот он явился, не сблился. Специалист по киданию какашек пришел. Где купить, он знает, как с девушкой не знает, я в ахуе. Ну, такие дела. Я бы в Израиль съездила, только чтобы харкнуть на лысину. Нет, я не поеду в Израиль с тобой. А мы говорили, что дробовик не лишний в хозяйстве. Что? Нет, не надо. ненавижу женщин, Он же в Грузии. Наверное, я не шарю. на которых вижу в реальности. Но в сети я могу ненавидеть их сколько угодно. В интернете я могу написать, что их всех следует держать в клетках и использовать как секс-рабынь. Если бы мне пришлось наблюдать нечто подобное в реальности, уверен, меня бы стошнило. Появление инцелов как таковых и рост количества девственников Краковский связывает с общим кризисом маскулинности, когда огромное количество мужчин просто не могут соответствовать предъявляемым к ним гендерным требованиям. Чаще всего это не проблема, это часть проблем. Это люди застенчивые, скажем так, неуверенные в себе, зажатые люди. Ну, говоря, если медицинским языком, это люди с невротическими какими-либо нарушениями. И девственность это просто один из факторов. Я не вступил в половую жизнь, стесняюсь, не могу, мне сложно.
я не знаю почему там. И чем дальше в возрасте, тем сложнее, потому что девственник, скажем, до 20 или там 30-летний девственник, это, естественно, разные люди будут и по-разному воспринимать. Я не начал половую жизнь, мне там 35, и ему будет уже просто стыдно признаться женщине, что он ничего не может, что он девственник. Многие же как бы в кавычках затягивают, а потом начать половую жизнь крайне сложно. Но это по большей части все загоны, потому что, как мы выяснили, девушкам на это все насрать. По большей части. Слушайте, для меня девственность у парня была бы даже плюсом, потому что, ну, я точно буду знать, что у него нет никаких болячек. И я могу его там под себя немного натренировать, не знаю. Сказать, вот так мне надо, вот так мне не надо. Че? Париться, блин, излишне. Мужик меня описывает, я не знаю. Здесь фанаты релаканта? Ты меня в эту... в туда не вписывай. С того, что, ну как это я сейчас Не факт насчет болечек. Ну, в принципе, да, болечки могут и появиться и без ебли, но так больше шанс, что их не будет. скажу, он боится чего? Осуждения, смеха, да, над ним будут смеяться, над ним будут издеваться, ну, его каким-то образом там обзывать, что воспримут его каким-то неправильным, недоделанным, каким-то убогим. И он затягивается в процесс. Чем дальше, тем, да. То есть они вот так вот типа стесняются и говорят, что они какие-то вот убогие, все будут над ними ржать, а при этом выкладывают видео в интернет со своим лицом и прочим. Ну, типа, вот я лично вот стесняюсь, как бы. Хотя я не то чтобы урод. И у меня нет проблем с парнями. Но вот у них как бы хватает яиц выкладывать себя в интернет. Ну, я не знаю. Либо они меня пытаются как-то наебать, либо им уже похуй. Я не понимаю. Ой, нет, я хоть девственник, но я бы не рискнул заниматься сексом, пока сам полностью не проверюсь на болячки, это мало ли что. Да просто используйте презервативы, ребят. Как говорится. Так кто, блядь, будет смеяться? Он всем про свои похождения рассказывает. Что здесь? Я не знаю. У них какая-то каша в голове. Ну так у них на целых 2 яйца больше, чем у тебя. Ну да, в принципе. У меня есть член, но без яиц. Может, и реал-стрим коня без маски коня, либо же просто медицинской маски. Нафига? Фу, покажи. К сожалению, появилось поколение, как это помягче сказать, мужчин, ну, Зачем вам мое лицо? Вот правда. Какой смысл? Вам что, с него воду пить? чаще всего это, назовем их так, игроки-геймеры, которые в подростковом возрасте много играют, сидят за компьютером, мало геймер. общаются, в том числе с противоположным Ну, кстати, что за пиздеж? Вот если я играю в ММОшки, я очень много общаюсь со всякими разными девушками, парнями. Вы просто не те игры выбираете. Естественно, если в дотку ты сидишь, там у тебя ничего не будет в этой жизни хорошего, в принципе. Я пошутила. Наверное. Я же умерла. Как всегда, нужно предохраняться в половых отношениях, даже если ты здоровый. Ну да, база. полом вообще мало с кем общаются. У них нет навыков общения, это раз, да, и они сопровождают сидение за компьютером, естественно, физиология, биология берет свое, они, ну, будем откровенны, они мастурбируют с помощью компьютера. У них используют Мастурбирую с помощью компьютера. Я прям... Блин, тереться об системный блок я еще не пробовала. известные порно-сайты, картинки, все что угодно, да, чего это все существует. То есть за последние лет 10 появилось, ну, его так и называют, поколение дрочеров, будем откровенны, ну, то есть много мастурбирующих парней, которые не имеют опыта не то что половой жизни, они даже ни с кем особо не знакомились. У них нет опыта общения с девушками, у них весь опыт сексуальности — это только мастурбация. И Течет по материнской плате процессора в видеокарте. Это получается компьютер беременный? И кто родится?
Искусственный интеллект? Вот так и появились нейросеть. Просмотр порно. Как формируется сексуальность? После обычно с подросткового возраста идет период так называемого формирования сексуальных предпочтений. Если у человека сложился мастурбационный опыт, то Родился это очень ноутбук. просто. Поймите, не нужно никого ни с кем знакомиться, да, чтобы получить секс. Я просто включаю, ну, любой молодой человек включает любой порносайт и быстро получает то, что хочет увидеть. То есть картинку, сцену того секса, которого он бы хотел, понимаете? И у него при частом повторении, как и вообще вся физиология устроена, что вы часто делаете, вы к этому привыкаете. Как формируется Ну да. определенные вкусы в еде, в одежде, в музыке и так далее. Вы снова это слушаете, пробуете и делаете. Вот. И можно ли это всегда получить, знакомясь с девушкой? С девушкой что нужно делать? Идти, общаться, разговаривать, проникать. Чат с девушкой, что нужно делать? Сейчас, блин, напишите мне. Так был бы не против, если бы можно было так апгрейдить компьютер биомеханических ПК, звучит хайпово. Да, прикольно. Это было бы интересно. Давайте напишем об этом футуристическую книгу. Ну, скажем, проникаться в эмоциональном плане, слушать ее, там, провожать, ухаживать, правильно? А что он видит в порно? Увиделись, быстро Что вы видите в порно? Ну, кстати, вот насчет порнухи я всегда смотрю то же самое. Типа я никогда не ищу никакую жесть. И всегда плюс-минус то же самое ищу и смотрю. У меня никогда не было такого, что я все хуже и хуже и хуже ищу. Мне, наоборот, такое не нравится. Сунул в женщину, словил хламидиоз подергал на хентай, словил троян. Может, еще лучше вообще этот мозг не трогать, греха подальше. Это смешно. Наверняка в манхе или манге есть уже хентай с таким сюжетом. Я трахнул ПК. Да блин! Надо поискать. Я читал манху, я оплодотворил мировое дерево, там буквально чел дерево трахнул. Прикольно. Это нормально, что я когда смотрел, что там было много еды, мне когда захотелось так сильно есть. Где? Теперь тоже есть хочу. занялись сексом там, или очень агрессивные или даже активные действия со стороны женщин, он, например, видит, да? То есть это искажение сценария. Была статистика несколько лет назад, люди, рожденные в 70-е, 80-е, в 90-е, в нулевые. Количество сексуальных контактов или людей, занимающихся вот таким сексом, ну, скажем, в привычном традиционном восприятии, да, вживую, что называется, их становится меньше. Человек живет в сетях, телефон стал богом, телефон стал все. Да. Или же опять вот к вопросу о порно или каких-то интернетовских каких-то догматов, какой мужчина должен быть. Так точно, еда, пойду тофу жарить. Ты у меня в левом ухе бы жопка кошачья, интересно. Жопка кошачья. Это, конечно, мило, но смешно. Я не жопа. Вы должны ли кубики, он где-то прочитал и зафиксировался. Ну вот, если там Бог не надарил меня там членом 20 сантиметров, то все, мне нельзя, да, но вы будете смеяться, у меня маленький пенис, понимаете? Я же сказала, что девушкам приятнее без пениса. Есть, конечно, те, которые прям, давай, долби меня, но это редкость, блин. Привыкаю, я всех ютуберов теперь жопками называюсь, признавайся, есть болячки. У меня есть аллергия на курицу. Считается. Вот. Язык, да, есть. 20 сантиметров много. Но для большинства девушек, да, это много. Без пениса у меня где-то был шеврон Янух. Прикол. Или там, я должен выглядеть как Аполлона, я там ем булки, сижу за компом, играю
периодически мастурбирую. Вот вся моя жизнь. То есть еще один момент, это, о котором мы не упомянули, опять же психологически, это незрелость. У каждого из нас есть знакомые, у которых мы можем видеть людей как бы старше 30. Так евнух это же не просто девственник. Евнух это тот, у кого вообще пениса нет. Его отрезали. Но их поведение, даже одежда, действия очень часто напоминают подростков. То есть зрелость это подразумевает ответственность, планирование, да, умение находить общий язык, умение простраивать долгосрочные отношения. Это и есть примерные признаки более-менее зрелого человека. А если это у человека, присутствует, но, скажем так, не очень развито, то у него будет сложности. Человек должен ответить себе на несколько вопросов. Я буду заниматься этой проблемой, да или нет? Если я буду заниматься, что, на мой взгляд, мне мешает, да? То есть если это лежит в поле психологических проблем, то тогда, пожалуйста, милости просим. Если это, там есть какие-то еще причины, не знаю, там человек, 200 килограмм, да? Понятно, что нужно снижать вес. Да? То есть в целом нужно работать с уверенностью как таковой. Вы же по-своему воспринимаете уверенность, я по-своему. Да? Наверное, нужно исходить из того, что для данного мужчины, для данного юноши есть уверенность. Надо именно убирать скорее внутренние загоны, чем повышать уверенность. Типа, вот эти вот всю идеологию вот эту надо просто вычищать. Но это уже тяжело. Аллергия на курицу, да. Да, у меня чесотка. Если я прям много курицы съем, у меня чесотка начинается. Кремлин в терминальной стадии. Ты это про меня? Сидит, блин, там. Логический портрет уверенного себя, он исходит из тех черт, которые в дефиците у данного человека, те, которые нужно развивать. Что за человек, что именно, какие барьеры, какие домыслы, какой опыт От его солнца это привел к этому, неприятно. что именно ему мешает. То есть это очень личная такая штука, это подбирать надо под каждого человека. Все общие советы вот эти из интернета, там, секс-коучев, иди делай так-то, так-то, так-то. Я к ним отношусь крайне скептически. Но у меня был пациент за последние годы, который пришел с невротическими, скажем, нарушениями, с высоким уровнем тревоги, и в 30 лет он говорил о том, что он девственник, да, ему сложно, но потом он это преодолел. То есть он сам сделал выбор свой, он решил, что он начнет. Он стал поувереннее в себе после терапии, он много делал сам, самостоятельно. Это же не просто таблетку дал, человек побежал куда-то, эта проблема решена. Это целый процесс человеку, чтобы мужчина стал в себя верить, чтобы он нравился самому себе, чтобы он мог познакомиться. Этот мужчина преодолел. Если есть возможность, если у вас Вот как я уже и говорила, что вся проблема в голове у них. есть сложности, если у вас есть трудности, вы готовы обсудить, пожалуйста, вы можете обращаться ко мне, к моим коллегам. Ничего здесь сверхвыдающегося, сверхсложного нет. Это проблема решаемая. Ну и самое главное. Я избавился от загонов, и теперь я не настолько боюсь показаться идиотом или глупым. То есть я начал бороться со стеснительностью, можно сказать, что я теперь смелый. Ну да. Я вот раньше стеснялась, например, писать даже что-то в интернете в плане. Я никогда не ставила комментарии, вообще нигде, никогда. Да и сейчас не особо комментирую. Что это такое? Это к чему сейчас было? Это к моему прошлому страницу. Часть этого ролика. Вот ты как девушка, скажи, во сколько парень должен лишаться девственности? Грусть разогнать. Привет, Даваров. Поскольку обычно лишаются девственности в 14-16 лет, и мне кажется, это нормально, потому что у тебя начинают работать гормоны, ты хочешь всех и все подряд, особенно гаечку из Чипа и Дейла, все, что... Чат, кто хочет гаечку из Чипа и Дейла? Там нормально, у нее жопа такая в целом.
Он двигается, не двигается. Ну, то есть надо лишаться тогда, когда захотелось. Да. А во сколько лет, если парень скажет, что он девственник, тебе покажется это странновато? Ну, обычно уже когда в студенческие годы, когда ты там на первом-втором курсе, и тебе парень говорит, а я девственник, ты такой, Не знаю, мне было бы похуй. Я хотела в свое время Блум и Флор из Винкс. Вот интересно. Я впервые вижу, что вообще, в принципе, парни смотрят Винкс. Я как Экверстрия Герлс на меня повлияли тогда. Впервые слышу, что это такое. Интересно, интересно. Кто был мой первый краш? Ой, я лучше, наверное, не промолчу. А то начнете, блядь, шутить. Это... Все, я не буду говорить. У меня нет личной жизни, смотрю My Little Pony. Ну, тоже своего рода в жизнь. Ты смотрел Винкс и Чародеек. Ну, Чародеек это еще я понимаю, но Винкс это очень редко, мне кажется. Я с подругой Винкс смотрела в детстве, мы в армии смотрели. В армии! Серьезно? Прикол. Когда будем My Little Pony в озвучке Хованского смотреть? Надо? Вопрос. Чародейки была имба. Ну да, там прикольно было. Мне у Винкс озвучка не нравилась. Они там слишком уж пищали вот так прямо. Всем привет! Мы магия тьмы! Ей! Ла-ла-ла-ла! Или что там? Я это прям... Меня аж передергивает от такой озвучки. Ладно, первый, второй еще можно, но когда уже третий, четвертый, когда вся общага переспала друг с другом, когда уже... Блин, что там за общага у нее? Откуда эта девка вылезла? Я вообще никого не трогала. Были вписки, когда был день студента, когда было посвящение, грех было этим не воспользоваться. Почему, вообще, по твоему мнению, Она всем воспользовалась, похоже. В армии посмотрели 2 сезона, народу понравилось. А покемонов? Покемоны, ну, там, зверушки что-то делают. Не нравилась пищащая же озвучка, также стрим не Норы. Это разве у меня такой голос прям? Ты, по-моему, преувеличиваешь. Почему у меня хуесосит собственный модератор? Винкс тоже рисунка стрёмно пугает местные пропорции. Ну, они такие, да, специфичные. Непривычны глазу, так скажем. Гвен хотелось Бен 10, она уже повзрослела. Интересно, интересно. Женщина, у которой нет сисек, а мужчина, у которой нет секса. Это про вот эту? Ну, нет и нет сисек. Чё бубнеть-то? А потом я познакомился с миром аниме и понеслась. И понесла! Я вас поняла. люди реально доживают там до 25 и так не лишаются девственности? В чем проблема-то у них? Ну, проблема отсутствия сексуального образования и то, что мы не умеем общаться друг с другом. Секс — это коммуникация, общение — это коммуникация. Что бы ты сказала вот ребятам, которые считают, что причина это, например, у кого-то там рост маленький, или внешность какая-то недостаточно хорошая? Это прям ключевой фактор? Нет. Это ключевой фактор того, что у человека проблемы с головой, он не воспринимает. Мне кажется, Татьяночка готова почти со всеми, я не знаю. У меня просто складывается такое впечатление по ее интервью. Понимает себя и не умеет общаться. Аниме лучший контрацептив от женщин. Ну, вообще нет. Потому что есть очень много
людей разных, и можно посмотреть на разные отношения, разные пары. Люди находят друг друга просто потому, что они умеют общаться, потому что они умеют коммуницировать, они понимают, кто Не они. поможет, Допустим, да. ты встречаешь вот парня, Наоборот, на почве аниме можно сблизиться как раз-таки с тяночками. Потому что, вау, девушкам нравится тоже смотреть аниме. У нее проблемы с головой, раз она считает, что в 14 надо ебаться, папича на ней нет. Не то чтобы надо в 14 лет ебаться. Просто некоторые 14-летки, они бывают, да, у них всякое случается. Особенно, если у них плохие отношения с родителями. Вот. Первым было «Хвост феи», хотя в детстве смотрел «Бакуган», но слово аниме не знал. Вот у меня то же самое было, только с Sailor Moon. А вторым аниме был «Гаремник», Розарио плюс вампир. Я тогда уже ценителем был. Блин, я тогда посмотрела вот этот «Розарио плюс вампир», я не поняла, что я смотрю. Честно, я вообще не поняла, что я смотрю, я не выкупила прикола. Теперь я уже понимаю, что это просто гаремник. Я ожидала там какой-то сюжет, что-то там. А там просто тяночки. ему 26, и он говорит, я девственник. Я на это отреагирую, а почему до этого не было? Что не так? Если он выглядит опрятно, если он разговаривает хорошо, правильно, если он культурный человек, естественно, меня это не оттолкнет. Если от него, например, воняет говном, естественно, меня это оттолкнет. А вот инцелы. Но это просто ребята, которые не могут найти отношения, загоняются и думают, что у них из-за того, что бородавка на лбу, их никто не хочет. Что им делать? Идти к психологу, идти в терапию, все, всем в терапию, всем к психологам, пусть они зарабатывают деньги. Им терапия объяснит, что вы нормальный, вы адекватный, поборет неуверенность в себе. Люди думают, что они один раз им отказали или один раз какая-нибудь неадекватная попалась, все, значит, отношения нельзя. Знаете, что я думаю? Пошла бы мне такая шуба или нет? Не, мне кажется, на мне бы она смотрелась странно. Я бы в ней утонула просто. Если смотреть самое первое аниме, у меня было в жизни «Ходячий замок». Не, замок прикольный, да, миленько. У всех первое аниме было что-то от Миядзаки. Не. У меня было это либо Sailor Moon, либо еще что-то. Мне бы такую, тебе бы такую куртку, ну да. Тебе пошло бы больше, чем мне. Купила тортик. Тортик мы уже ели вчера. Купи себе фрак. Себе. Блин, я так бы хотела, чтобы все парни вокруг ходили во фраках, на самом деле. Вот почему? Я и сама заебалась в этих ходить в футболках. Хочу чего-нибудь красивое, чтобы всех одевали. Женщины будут ходить в этих викторианских платьях, а мужики в фраках. Блин, жесть. Размечталась. Строить. Так в кафе, в ресторан ты придешь, тебе первый встречный тоже не скажет, типа, да, я готова, раздвигаю перед тобой ноги, я готова с тобой встречаться. Ты раз 20-30 наткнешься на то, что тебе скажут нет. Такие дела. О, это мой стрим. Мой стрим сегодняшний высветился. Лучше себе куртку, как у Лёни из Кэнди 4-го резика. Блин, хочу в 4-й резик поиграть. Хочу в 4-й резик поиграть. Как вам идея, кстати, оставить этот фон пока? Фон тебе нравится? Окей.
Я год смотрел витуберов, стал он целым психопатом, дупером и фембоем. Блин, я один раз посмотрела... Ладно, я превьюшку увидела, там была какая-то превьюшка на английском. Типа, я провел неделю с витуберами. Вот, он всю неделю смотрел только витуберов. И об этом все видео. Но он смотрел только англоязычных, в общем. Так что я не знаю, что нового он мне мог бы рассказать. Нора теперь думер-стример. Давно пора. Мне сегодня мистер Лексус, блин, закинул 12 арбузмани. Хорошо, стримчика. Да я уже все. Заканчиваем. Привет, Китя. И пока получается. Всем спасибо, что сегодня со мной посидели. Поиграли в думерскую игрулю. FNAF Play начинаю отслеживать вас. Спасибо за... Сколько у меня фолловеров за сегодня?